Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю расклад. Два расклада будет на тему будущий муж, да, мой будущий муж. И буду делать в начале на колоде Ленорман и Таро. Это один расклад. А второй будет на Кипер и Таро. Да? Можете смотреть оба, можете смотреть как бы по отдельности. Давайте я буду начинать. Итак, мой будущий муж. Я разложу вначале. Так, здесь у меня, наверное, не будет видно, поэтому я буду вот частями, видимо, брать этот расклад. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Захотелось сразу 3. Я возьму, как вышло. Итак, давайте посмотрим. Вначале вас мы будем рассматривать. Ой, смотрите, какая вы замечательная женщина. Вы человек достаточно творческий. Может быть, работаете из дома, любите семью, любите дом, уют, комфорт. Женщина водной стихии можете быть, да, не обязательно, но таким вот образом. Я посмотрю еще здесь. Но, тем не менее, несмотря на то, что вы такая, у вас, кстати, очень сильные корни, я могу сказать, да, очень сильные корни. И они вам очень сильно помогают по вашей жизни. Что я еще хочу сказать? То, что где-то вы что-то потеряли в своей жизни, да, у вас что-то изменилось, может быть, в недавнем времени у вас были какие-то потери в вашей жизни, или это касалось финансов, или это касалось отношений с любимым человеком, но вот этот момент у вас он был. Может быть, даже сейчас у вас до сих пор есть какие-то проблемы, связанные вот то, что касается любви или финансов. Но тем не менее, я вижу, что вы человек, который имеет энергию, да? То есть здесь огненная стихия вам дает энергию. Может быть, у кого-то еще и огонь присутствует, помимо воды, но это не обязательно, да? Это не обязательно. Может просто быть человек такой, который деятельный, который не просто сидит и ноет, например, а действует. И это все я о вас. У вас обязательно, вы сами умеете менять свою жизнь и обязательно найдете силы для перемен. Это вот то, что вот небольшое такое о вас. Мне обязательно нужно было сказать о вас, потому что мы будем смотреть потом, подходит ли вам ваш будущий муж, да? Какая вы и какой он. Ну, давайте посмотрим, чего вы хотите. Ох, ну, вы, возможно, хотите новых отношений каких-то, новой страсти хотите, но светлого в своей жизни чего-то. И вот в данный момент вы хотите чего-то светлого, того человека, который исцелил бы вашу душу. Здесь мне идет как раз о тех отношениях, когда человек на самом деле ищет будущего мужа. Не то, что где-то там что-то тянется, а здесь как раз о том, что в прошлом были страхи какие-то по поводу любви, по поводу потерь каких-то, или того, что не получалось в отношениях. Но сейчас вы готовы к новому шансу, вы готовы встретить своего мага, который бы исцелил вашу душу. Да? На самом деле здесь уже это неплохие карты, и вам карты говорят о том, что не бойтесь любви, не бойтесь любить, вы обязательно встретите своего мага. Вот здесь намек на то, что вам нужно перестать бояться любви, бояться новых отношений. Есть такой момент здесь.
здесь, потому что вы где-то, может быть, себя в чем-то обвиняете или себе даете какие-то, себе негативы даете идти в новую сторону, в новом направлении, к новой любви. У вас есть такой шанс встретить мага. Давайте я посмотрю дальше, есть ли такой человек. Смотрите. Конечно, есть. По этой карте обычно проходит мужчина, да. Это мужчина, который подарит вам радостную встречу, который просто перечеркнет то, что было в прошлом. Это замечательная карта. Они говорят, что такой есть человек. Но здесь есть зависимость от какой-то победы, да? Вот в чем момент. Возможно, обстоятельства пока не дают вам возможность встретить этого человека. Такой вот момент, да. Этот человек, вы с ним как будто связаны. Вы с ним как будто связаны, и почему-то здесь идет зависимость от победы. Вот, ну, я что могу здесь сказать? Такой момент мне здесь идет. От какой-то победы зависимость, да. Ну что ж, может быть, это человек, которому нужно преодолеть свои какие-то тоже зависимости и идти навстречу к своей любви, да? Есть такой человек, но как он будет бороться со своими зависимостями какими-то или ограничениями в своем обществе, тут другой момент. Ему нужно победить какие-то ограничения. Вот так вот я вам сейчас уже скажу. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. И я буду вот так, видимо, выкладывать, потому что у меня здесь места столько не будет. Я думаю, ничего страшного не случится, да? Так, ну давайте посмотрим его, вашего будущего мужа. Кто он? Какой будущий муж вас ожидает? Ух, какие карты выходят. Ну что ж, этот человек, он может быть казенный, да, то есть, ну, как говорится. Человек может быть разведенный тоже, такого плана. Человек, который предприниматель. Ну, вообще кармический человек. То есть не просто так он войдет в вашу жизнь, да. Где-то даже мечтатель, который умеет мечтать, романтический человек. Может быть, профессия связана с какими-то юридическими такими инстанциями, да, где аналитика присутствует. Такого плана человек может войти в вашу жизнь. У него сплошные казенные дорожки, да, вот я вот так вот вижу. Он все время что-то предпринимает, он все время куда-то двигается. Человек может быть хорошо сложен и красив внешне, также может быть. Давайте посмотрим дальше, да, какую женщину он хочет. Но он хочет крепкие отношения по любви, по взаимной любви. В принципе, желания у него очень даже неплохие. Ох, как интересно. И вот здесь карта дьявола выходит, как в предыдущем, да, когда мы спрашивали, есть ли такой человек. И опять тут карта дьявола выходит. Угу. Ему нужно победить какого-то дьявола вначале, совладать с каким-то дьяволом в своей жизни. Это могут быть ограничения, это могут быть другие люди, с которыми ему нужно совладать.
Он не хочет того, что сейчас у него есть, он хочет любви, он хочет отношений крепких по любви. Но есть проблемы, есть пока проблемы, с которыми он должен сам справиться. Возможно, вы и не встречаетесь пока, потому что ему нужно пройти какой-то определенный этап в своей жизни, чему-то научиться, избавиться от чего-то, а потом уже любовь чистая и светлая. Что этот человек может для вас дать? Защиту он может для вас дать. Да? Здесь даже дальние горизонты, путешествия, романтические свидания. Ну, романтику он может дать, но и в то же время защиту. Это человек сильный, да, здесь его карты видят и лисой, предприимчивый, и медведем, сильным защитником. Давайте я еще посмотрю, что он может дать. Ну, исцеление может дать и любовь. Это замечательные карты. Видите, я, помните, говорила, что вы можете встретить мага. Опять маг выходит. Намек может быть на букву А. На букву А в имени, да. Но здесь еще вот по дьяволу тоже может быть намек. Я просто сейчас не помню, какая это буква. Ну, искать, наверное, уже... Сейчас, минуточку. Ну, дьявол — это такая буква, что, скорее всего, мало попадается у кого-то в имени. Но это буква как бы, как вот латинская. Так, крестом вот так вот идет, да, крестом. Или же Х по-русски, да. Ой, что-то у меня есть X, Y, Z, да, X, значит. Ну вот если есть такие имена, намек может быть на букву А и на букву вот эту. Ну что ж, давайте дальше будем смотреть. Этот человек может исцелить любовь, он может дать вам благополучие в любви, однозначно защиту. Очень хороший человек идет в вашу жизнь. Ну, то есть не то, что идет, а то, что есть, и ваш будущий муж. Этот человек может быть вашим будущим мужем. И еще следующий этап этого расклада мы посмотрим дальше. Мы посмотрим, как вы его можете, при каких обстоятельствах встретить, что эта встреча там принесет вам, по судьбе ли этот мужчина вам. Вот такие мы посмотрим ответы на вопросы. То, что я про буквы сказала, это, конечно же, не обязательно. Это просто намеки. Мы ведь не спрашивали конкретно у карт, на какую букву этот человек. Но намеки вот такие могут быть. Итак, давайте посмотрим, как вы его встретите, при каких обстоятельствах. Может быть, у некоторых по работе, может быть, из-за какого-то конфликта, да. Также, может, вы пойдете куда-то по поздней дорожке. Так, ой, у кого-то поездка, может быть, в поездке где-то за горизонтами можете встретить этого человека, да. То есть куда-то отправились, причем, может быть, вы и не хотели, и вам не особо нравилось, вы думали отправиться, не отправиться, да, может быть, связанное с деньгами какими-то место. И вы все-таки пошли, вот взяли на себя такую миссию отправиться куда-то, и там вот вы с ним могли бы познакомиться. Это могут быть и учреждения какие-то, и дальние горизонты. Даже не очень дальние, даже вот просто соседний город, да, соседний район, это не так далеко может быть. Но вот тем не менее, да, при каком-то переезде, извините. Ну и по работе, конечно же, и по работе тоже. По ночной дороге тоже, где вы хлопотали, ну, как бы хлопотали по каким-то делам, может быть, казенным даже. Вот таким образом. Так что... Ну и поскольку карта башни показывает, как правило, на казенные дома различные, да, то вы можете, конечно, встретить в каком-то казенном доме. Ну, это, может быть, я уже говорила, да.
Это может быть в общественном месте, это может быть там больница, еще какие-то там учреждения такого плана. Давайте дальше посмотрим, и что принесет вам эта встреча. Смотрите, перемены в любви, перемены в семейном статусе, может быть. Эта встреча принесет благоприятные перемены, связанные с какими-то документами, возможно, а может быть с деньгами также. Но какие-то перемены придут в вашу жизнь однозначно. Смотрите, какие замечательные карты. Эта встреча, ваш будущий мужчина, принесет вам достаток. Это точно, это достаток. В денежном выражении вы, может быть, даже выше уровнем станете. Принесет вам то, что у вас появится сила и могущество. То есть человек будет такой, который всегда сможет решать какие-то вопросы. Во-первых, здесь еще карта большой энергии, страсти. Здесь будут и финансы, и страсть будет, и благополучие, да, будет, и, конечно, любовь. Здесь дама червей выходит. То есть вам принесет этот человек в жизнь, ну, как бы, счастье, вы будете себя ощущать любимой женщиной. Ну и по судьбе ли он вам? Ну, смотрите. Конечно, по судьбе, да? Как может быть не по судьбе человек с таким огромным сердцем? Человек, который уже выходил, намекал уже в предыдущий раз на себя. Человек мужественный, сильный, может быть, конечно, предпринимателем, может, имеющий собственное дело, твердо стоящий на ногах и с большим сердцем. Конечно, он вам по судьбе. И карты показывают, что закончится какой-то этап вашей жизни, где, может быть, были какие-то проблемы, и начнется новый. Вы получаете вознаграждение от жизни. Здесь по тузу пентаклей вы получаете какой-то, ну вот поймете, что вы выиграли счастливый билет с этим человеком, да? Вот таким вот образом. То есть у вас будет возрождение, трансформация с этим человеком. Может быть, и у него с вами это будет. Но по судьбе ли этот человек, по таким картам, это однозначно по этой карте, что не просто так человек вошел в вашу жизнь. Потому что эта карта, она отвечает за трансформацию. И человек, когда проходит определенный урок своей жизни, и здесь еще рядом карта вознаграждения, да, большого, говорит о том, что у вас будет новый шанс в вашей жизни. Вот такой расклад. Так, давайте посмотрим второй расклад, что нам расскажет колода Кипер. И, конечно же, Таро о вашем будущем муже. Так. Давайте как вас вначале, да, посмотрим, чтобы нам, ну хорошо, 3, чтобы нам представлять вас. И сразу вы поймете резонацию, да, то есть ваш это расклад или нет. Так. Итак, вы, да, у вас есть какие-то ограничения, связанные с переездами. Но тоже, как и в предыдущем раскладе, карта намекает на дом, на родственные связи. Возможно, очень много времени вы уделяете своим родственникам, может быть, вы работаете дома. И такого плана, да, вы человек
порядочный, вы человек очень даже дисциплинированный, который любит путешествия, да, любит какие-то перемены, хотел бы перемен, хотел бы путешествий. У вас есть какой-то дар, скорее всего, по карте Луна, да. Ну, возможно, вы с ним не знаете, что делать, да, такой вот момент. А вас, как бы ваша интуиция куда-то ведет, а куда вы не понимаете. Здесь такой есть момент у меня. Вы женщина, настоящая женщина, потому что Луна, она ассоциируется именно с женщиной, ну, у которой, возможно, много проблем в жизни, которая не знает, может быть, не может какие-то вопросы решить в своей жизни. Но у вас обязательно все получится, потому что вас карты видят вот такой женщиной, да, как с преобладанием мужского где-то, где вы дисциплинированы, где вы ответственная, где вы можете, ну, порядочный человек и честный, да, очень хорошая карта, именно в плане характеристики. Давайте посмотрим, что вы хотите, какого вы мужчину хотите. Хорошего мужчину. Конечно же, вы хотите хорошего мужчину, может быть, даже который много знает, да, может быть, путешествовал много. У него и книги здесь, и шар земной. И вы хотели бы с ним любви, встречаться, вместе проводить время, да, чтобы вы были как одно целое. Здесь вот такой вот момент, где вас ожидает любовь, здесь амурчик сверху, да, по-моему. И да, вы хотели бы быть любимой женщиной, королевой чаш, королевой чаш. Вы хотели бы выиграть, как вот добиться того, чтобы вы были любимой женщиной, то есть почувствовать себя, что вы победили, да, вот в чем-то. Вот. Ну, давайте дальше. Это очень хорошая карта выходит здесь, и посмотрим, есть ли такой человек. Ну, это фантастика. Смотрите, есть ли такой человек, да? Есть такой человек, и вышел главная персона в этой колоде. То есть этот человек может быть ваш, ну, как бы, и настоящий, и будущий муж, да, так скажем. Но здесь еще и есть и богатый, хороший человек. Либо вот этот ваш мужчина станет таким, либо у вас могут быть двое претендентов на руку и сердце. Вот такой момент. Ну что ж, замечательно. Двое, здесь двое однозначно. Здесь мне показывают, вам придется делать выбор, выбирать между двумя мужчинами в вашей жизни. Что ж, давайте дальше посмотрим. Так, мы будем смотреть он, потому что мужем-то все равно не может быть двое, да? Так. Вылетела карта, просто мне захотелось посмотреть. Карта говорит о потерях каких-то. О потерях. Ну, давайте мы посмотрим его, вашего будущего мужа. Так. И Таро добавочку сделаем. Так, ну что ж, человек может быть юристом, может быть какая-то работа, связанная с тем, что он кому-то услуги оказывает, да, до такого плана. Потом он может быть каким-то, ну да, вот услуги оказывает. Может быть в разводе, конечно, но не обязательно. Не обязательно что-то потерять может в жизни, да, то есть у него какие-то были потери, какие-то были
в жизни ситуации, где он терял деньги, может быть, или терял отношения, и после этого он трансформировался. Вот его характеристики, то, что он что-то завершил в своей жизни. Здесь аналитический ум, конечно, может быть также. Здесь что-то завершил в своей жизни, трансформировался и теперь идет к новому пути в своей жизни. Какую женщину он хочет? С которой ему будет весело, ему будет радостно, порядочную однозначно женщину, достойную. Мгм. Женщину, ну, может быть, где-то, которая, знаете, которая имеет какие-то ограничения или ограничения, которые связаны, может быть, с не то, что вот ограничения, а страстную, да, вот страстную женщину он хочет, да, женщину страстную, так я скажу. Ну и в то же время, чтобы каким-то образом зависело от него. Вот такой мне момент идет, да, то есть он будет таким вот победителем, грубо говоря, а вы, чтобы были при нем. Вот такого плана мужчина. Ну ладно, давайте посмотрим, что он может дать женщине. Вот он, видите? Он себя может дать. Он себя может дать, и то, что он умеет что-то делать, да, он умеет работать над отношениями, он умеет строить отношениями, творить. То есть человек, который идет к свету, однозначно к свету. И он это делать умеет. И с ним у вас получится построить, обязательно получится построить вашу жизнь совместную. Вот тот момент такой. Что он? Он может дать, конечно, страсть, страстные отношения, много преобладает огненной стихии здесь, то есть это может быть человек огненной стихии, такой энергичный, да, энергичный, хорошо сложенный. Это может быть мужчина даже помладше, ну, не обязательно у некоторых может быть, да. Ну, вообще он может дать любовь. Любовь страстную. Не просто там какую-то любовь, а именно страстную. Вот этот человек, который любит страстные отношения. Когда огонь в отношениях, да, вот что-то такое. Ну, интересный человек, конечно, интересный. Давайте посмотрим дальше. И дальше мы посмотрим будущее. Как вы его встретить можете. По судьбе ли вам этот человек? Итак, как вы его встретите? Ну, у вас будут какие-то печальные мысли по поводу, может, потери работы, потери какой-то. То есть вы будете где-то находиться в каком-то состоянии таком печальном, переживательном, да? Мгм. Переживательном состоянии. Но в то же время какая-то женщина, вы можете встретить этого человека через какую-то женщину, которая вам принесет изменения в ваших мыслях. То есть это может быть подруга земной стихии, это может быть любая другая женщина в вашем окружении, благодаря которой вы, может быть, встретитесь. Это также может говорить, что, возможно, если вот так вот рассматривать, что вот это
подруга ваша, да, или вы сами. А, Ну да, я уже это говорила. Либо подруга будет в таком состоянии, в каком-то, и какую-то новость принесет вам. Новость, которая или перемены в вашу жизнь, которая резко изменит вашу ситуацию. Вот такой момент. Это может быть женщина, связанная с финансами. Может быть, это какая-то сотрудница по работе, да, то есть, ну, или с финансами связана женщина, так вот скажу. У нее ключ в руках от того, чтобы решить вот этот ваш вопрос у какой-то женщины. Хорошо. Что принесет встреча? Ой, уйдут все воспоминания о врагах, третьих лицах, о том, что было что-то прям все плохо. Вот он, смотрите. Король жезловый, я говорю, огненной стихии идет в этом раскладе. Этот король может быть из вашего прошлого, да? Воспоминания о прошлом здесь идут, о том, когда вы были счастливы, и, возможно, либо похожий человек придет в вашу жизнь, да, человек, который просто вот вы закроете прошлое, которое было с этим человеком, то есть он излечит вашу душу. Это может быть как из прошлого, так и вот такой человек может войти в вашу жизнь. Ну, король жезловый это какой? Это тот, который хорошо сложен, опять-таки, я уже, по-моему, говорила, опять мне намек на такого, да, то есть это король, который огненной стихии, военный, это юрист, это человек, который умеет действовать, да, у которого энергия бьет через край. Да. Ну, можно по стихии смотреть. То есть марсовая стихия, да, марсовая стихия и в Скорпионе есть, например. Так, и в Овне, в Скорпионе, ну вот можно так смотреть, ну по-разному. Так, ну здесь как бы это карта, которая говорит о тех моментах, которые были в прошлом, да. То есть обратите внимание, может такой момент быть. Хорошо, по судьбе ли он вам? По судьбе ли этот человек вам? Здесь этот человек мог бы вас сделать такой, ну, как бы, женщиной, которая имеет достаток. Но здесь, конечно, есть проблемы определенные, проблемы есть. Проблемы, связанные с выбором. Возможно, человека этого вы уже знаете, и ему нужно сделать выбор какой-то. Этот человек, вот, в принципе, вам доставляет какую-то радость. Сказать, что он прям на 100% по судьбе, я не могу. И поэтому я спрошу еще раз у карт, по судьбе ли этот мужчина или будет другой еще. Вот теперь они мне подтверждают, да? Теперь они мне подтверждают, что по судьбе, да, эта карта Солнца вышла, она однозначно говорит, что по судьбе этот мужчина вам. Но здесь нужно разрулить, у некоторых треугольник, у некоторых что-то, что мешает, ну, какой-то выбор нужно сделать в этих отношениях, и тогда он станет вашим будущим мужем. По судьбе есть какой-то мужчина в вашей жизни, видите, и там, когда двое мужчин выходили, видимо, один из прошлого, другой из будущего, что у вас есть возможность иметь двух. Но здесь карты показывают, этого человека, скорее всего, вы уже знаете. Это не какой-то новый человек, а больше такой, которого вы уже знаете. Ну, может быть, это, конечно, в картах такое, возможно, ваша родственная душа, то есть вы когда-то его знали, да, такой вот момент. Вот такие расклады.
Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии. И всего вам доброго, до новых встреч. Пишите, если вам такой расклад понравился, не понравился, да, какие-то, может быть, идеи у вас возникнут. Ну и всего вам доброго. До свидания.